Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиц, подписчиков. Я сегодня к вам с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы уже работали. Но хочу сразу сказать, что вы берете любую пряжу, какая у вас есть. Узорчики универсальные, поэтому пробуйте на любой пряже. А на пряже сегодня, на какой я буду показывать, называется она Нако Мохер Деликат. Итак, это получается 5% мохера здесь, 10% шерсти и 85% акрила, даже какого-то премиального, интересно. Итак, в 100 граммах здесь находится 500 метров, так, и нам советуют брать крючок, смотрите, четверочку. Но я предыдущие узорчики, данную пряжу, получается, пряжи вязала крючком номер 3, я буду продолжать вязать крючком номер 3. А вы точно так же берете свою пряжу, читаете аннотацию, подбираете крючок, который вам советует производитель, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Так, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 9 петелек. Ну, давайте я наберу, например, 4 раппорта. Да, это получается 36 воздушных петелек и одну воздушную петельку, чтобы узорчик красиво закончился. Итого получается 37 воздушных петелек набираю я, а вы набираете сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. В начале петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь 37 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот мой будущий образец. И кто давно на канале знает, что я делаю вспомогательный ряд для того, чтобы было удобнее объяснить узорчик, да, и новички, чтобы не запутались, делаем ряд из столбиков с накидом. 3 петельки подъема. Теперь считаем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, 5. Накид. В пятую петельку нырнули и провязали по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. И в следующую петельку нырнули, провязали столбик с накидом. И в следующую петельку нырнули, и во все последующие петельки провязываем вот так же столбик с накидом. Сами себя контролируем. Если, например, я набрала 37 воздушных петелек, у меня должно получиться 37 столбиков с накидом. А вы контролируете себя. Итак, первые 3 петельки подъема это тоже столбик с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда, в конце ряда встречаемся. Угу. Давайте. Так, вот наши столбики готовы. Далее что мы делаем? Воздушную петельку, поворот. И сюда же, в этот же столбик, провязываем столбик без накида. Есть. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. А вот в столбиках пропускаем 2 столбика. Раз, два. И в третий провязываем столбик без накида. Видите, как удобно по столбикам. Далее опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. А в столбиках пропускаете 2 столбика. Раз, два. В третий столбик без накида. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. В столбиках опять 2 столбика пропустили, в третий столбик без накида. И вот так вот вы шагаете по всему ряду и провязываете вот такие вот маленькие арочки, назовем их. Да? Не сложно? Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наш ряд с арочками вот с такими готов. Далее что мы делаем? 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Первую арочку вот эту пропускаем, работаем со второй арочкой. Итак, накид. Нырнули во вторую арочку, вытянули ниточку, не провязываем, просто ее так вот подтягиваем. Раз. Накид. Точно так же. Второй раз. Накид. Точно так же. Третий раз. А теперь все петельки, кроме последней, провязываем. Оп. Осталось 2 петельки на крючке. Теперь 2 петельки вместе. Оп. Вот. Получился такая вот как бы шишечка, бубочка, пышный столбик. Воздушная петелька. Повторяем точно такой же, получается, пышный столбик, шишечку. Еще раз в эту же арочку. Итак, раз, два, три. Провязали, 2 петельки провязали. Воздушная. В следующую, получается, в эту же арочку следующий пышный столбик. Третий. Раз, два, три.
провязали и 2 петельки вместе провязали. Воздушная. 4-й раз. Раз, 2, 3. Провязали 2 петельки, воздушная. И последний 5-й раз. Раз, 2, 3. Все вместе провязали и 2 петельки провязали. И мы сформировали, как бы, назовем такой вот веерочек, состоящий из 5 пышных столбиков. Я делала 3 петельки, 3 накида. Вы можете делать больше, 4, 5, 7 и так далее. От этого веерочек будет, конечно, на более мощнее и эффектнее, но и пряжа скушает больше. Так что смотрите. Итак, после пышных столбиков мы с вами делаем накид, пропускаем вот эту арочку и вот прям в столбик без накида предыдущего ряда провязываем столбик с накидом. Угу. Вот те самые 3 петельки подъема, это и есть вот этот столбик с накидом. Далее повторение. Опять пропускаем арочку полностью и в следующую арочку провязываем веерочек из 5 пышных столбиков. Раз, 2, 3. Провязали 2 петельки, воздушная. Раз, 2, 3. Провязали 2 петельки, воздушная. 3-й столбик получается пышный. Раз, 2, 3. Провязали 2 петельки, воздушная. 4-й. Раз, 2, 3. Провязали 2 петельки, воздушная. И 5-й пышный столбик. Раз, 2, 3. Провязали 2 петельки и пропускаем вот эту арочку и в следующий столбик с накидом. Понятно? Вот. И вот так вот шагаете до конца ряда. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. У вас все получится. Так, смотрите. Вот наши шикарные веерочки готовы. Идем дальше. Закончили мы, получается, столбиком с накидом. Делаем воздушную петельку, поворот. Сюда же провязываем столбик без накида. Далее делаем 2 воздушные петельки. Раз, 2. И теперь работаем вот с этими арочками, да, которые у нас были между пышными столбиками. Итак, ныряем в первую арочку, провязываем столбик без накида. Есть. 2 воздушные петельки. Вернее, 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. В следующую арочку ныряем и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. В следующую арочку ныряем, столбик без накида. Раз, 2, 3. В следующую арочку ныряем, столбик без накида. Угу. У вас такие вот малюсенькие арочки, получается, сформировались. Далее, как только провязали в последнюю арочку, делаем 3 воздушных петельки. Раз, 2, 3. И перепрыгиваем сразу же в следующую арочку следующего веерочка. Поняли, да? Из последней арочки в первую арочку следующего веерочка. И опять провязываем столбик без накида. Раз, 2, 3. В арочку столбик без накида. Раз, 2, 3. В арочку столбик без накида. Раз, 2, 3. В арочку столбик без накида. И теперь, смотрите, перепрыгиваем опять в следующую арочку. Раз, 2, 3. И следующий веерочек получается, следующую арочку столбик без накида. Поняли, да? То есть у вас получается вот такие вот 3 маленькие арочки и вот такая вот арочка между веерочками. Угу. Не сложно? Все, давайте до конца ряда. В конце ряда встречаю. Так, смотрите, практически мы ряд закончили. Как заканчиваем здесь? После последней арочки, да, нам нужно переключиться на петельки подъема. И делаем здесь всего лишь только 2 воздушные петельки, как в начале. Раз, 2. И переключаемся в 3-ю петельку подъема и провязываем столбик без накида. Все, на этом наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот. 2 воздушные петельки по узорчику. Раз, 2. Итого получается здесь будет 5 воздушных петелек. А дальше смотрите. Вот мы делаем накид. Возвращаемся сюда же, в этот столбик без накида предыдущего ряда. Вытягиваем ниточку. Раз. Накид. 2. Накид. 3. Все вместе провязали, кроме последней петельки, 2 петельки на крючке и провязали их. Оп. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, 2,
3. И теперь смотрите внимательно. У нас здесь было 3 арочки. Первая арочка, вторая арочка, третья. Так вот, беремся за вторую арочку, за самую центральную, и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И теперь мы с вами должны будем сделать рогатку из пышных столбиков. Ныряем непосредственно либо в арочку, либо работаем непосредственно с петелькой. То есть кому как удобнее. Сейчас вам покажу и так, и так. Итак, вначале ныряем в арочку. Раз, накид, два, накид, 3, провязали, и 2 петельки провязали, 3 воздушные петельки. Опять возвращаемся сюда же, в эту же арочку, и провязываем точно такой же пышный столбик. Раз, два, 3, провязали, и 2 петельки провязали. У нас получилась вот такая вот рогаточка, да, из пышных столбиков. Пока остановимся на этом, скажем, варианте, я вам сейчас покажу еще раз другой вариант. Итак, 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И вот опять наши 3 арочки. Раз, два, 3. В центральную. Ныряем, провязываем столбик без накида. Угу. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И теперь мы вот в эту арочку должны будем провязать точно такую же рогатку из пышных столбиков. Но теперь я вам хочу показать, как провязывать не в саму арочку, а именно в центральную петельку, во вторую петельку. Мне кажется, будет более аккуратно. Итак, накид раз, потянули, сюда же 2, сюда же в петельку 3. Провязали, 2 петельки провязали, 3 воздушные, раз, два, 3. И возвращаемся опять сюда же, и провязываем еще один пышный столбик. Раз, накид, 2, накид, 3. Провязали, зафиксировали. Вот смотрите, вот такая вот рогаточка вам нравится больше? Или вот такая рогаточка нравится больше? Единственный здесь какой момент. Мне, конечно, нравится вот это. Если у вас позволяет крючок, позволяет зрение, да, позволяет пряжа, то вы делаете в петельку. Так выглядит аккуратнее, по моему мнению. Если не позволяет, не ломайте глаза, делайте вот так, так тоже, смотрите, здорово. Угу. Все. Давайте 3 петельки опять подъема. Раз, два, 3. И опять переключаемся к центральной, получается, нашей арочке. И так далее провязывайте до конца ряда. Угу. Попробуйте и так, и так. Так чуть помедленнее вяжется, но мне кажется поэффектнее. Так побыстрее, но тоже здорово. Угу. Все, до конца ряда, в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот наш ряд с нашими рогаточками. Как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как и начинали. То есть получается у нас здесь один пышный столбик, да, 2 воздушные петельки вместо 3. И второго пышного столбика нету, есть просто обычный столбик с накидом, который мы провязываем вот таким вот образом. Все. И наш ряд закончился. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Поворот. И по узорчику 1 воздушная петелька. Итого 4 воздушные петельки. Есть. Далее, смотрите, накид. Ныряем вот в эту арочку, которую мы только что сделали из 2 воздушных петелек. Раз, накид, 2, накид, 3. Провязали. 2 петельки провязали, сделали пышный столбик. Воздушная петелька. И еще раз сюда же ныряем, делаем точно такой же второй пышный столбик. Раз, два, 3. Провязали. 2 петельки провязали. Вот. У нас получается вот такие вот 2 пышных столбика. И далее сразу же делаем накид и переключаемся. Вот столбик без накида предыдущего ряда. Мы в него провязываем столбик с накидом. Далее накид. Ныряем вот в эту арочку, которая, получается, получилась в результате рогатки нашей, да. И провязываем здесь 5 пышных столбиков. То есть вот точно такой же веерочек. Поняли? Итак, накид раз, накид 2, 3. Провязали, зафиксировали, воздушная петелька, раз, два, 3. То есть мы с вами полностью повторяем самый первый ряд. Понятно? Раз, два, 3. Провязали, 2 петельки, воздушная, раз, два, 3. Провязали 2 петельки, воздушная, и последний 5-й раз. Раз, 2, 3. Провязали, воздушная. Угу. То есть вы, получается, делаете все точно так же, как в самом первом ряду. Просто будет небольшое смещение, получается, в шахматном порядке. Здесь у вас пол веерочка, здесь полный веерочек.
И опять столбик с накидом, столбик без накида предыдущего ряда. Поняли, да? То есть все точно так же, как в самом первом ряду. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, красота наша растет. Итак, как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как и начинали, да? То есть я провязала вот 2 пышных столбика, так, воздушную петельку и далее накид. У нас здесь, помните, были 3 петельки подъема, да, а потом 2 петельки по узорчика. Так вот, в третью петельку подъема аккуратненько ныряю и провязываю столбик с накидом. Все, вот так вот заканчивается мой ряд. Есть. Далее воздушная петелька, поворот и сюда же в этот же столбик, столбик без накида. А теперь вы понимаете, да, что вы будете провязывать точно так же маленькие арочки, которые вы провязывали над веерочками. Итак, в арочку нырнули, столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. В арочку нырнули, столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Перепрыгнули в следующий, получается, веерочек в первую арочку. Столбик без накида. Раз, раз, два, 3 воздушные петельки. Столбик без накида. 2. Раз, два, 3 воздушные петельки. Столбик без накида. 3. Раз, два, 3 воздушные петельки, столбик без накида 4. Так, у вас получается вот 3 арочки, да? Точно так же, как и было здесь, 3 арочки. Все, 3 воздушные петельки и опять переключаетесь на следующий веерочек. То есть вы повторяете полностью ряд, который идет за веерочками. Угу. Только вот видите, также в шахматном порядке. Все, давайте до конца ряда, в конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот мы провязали, получается, нашу первую арочку, да, маленькую, как мы заканчиваем ряд. И сделали столбик без накида. И далее, точно так же, как мы начинали ряд, в третью петельку подъема еще один столбик без накида. Все, этим у нас ряд заканчивается. Далее мы с вами делаем 3 воздушные петельки подъема, так, поворот и 2 воздушные петельки по узорчику. Раз, два, итого получается 5 воздушных петелек. А теперь смотрите. Мы будем с вами провязывать вот такую же рогаточку. Помните, да, как мы провязывали? И провязываем ее вот в эту арочку. Итак, я точно так же буду браться за центральную петельку. Вы беритесь, как вам удобно. Раз, два, три. Провязали вместе, 2 петельки вместе. Далее у нас также 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И мы возвращаемся сюда же, в эту же петельку, да, или в арочку, кому как удобно, и провязываем еще один пышный столбик. Раз, два, три. Провязали, 2 петельки вместе провязали. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот получается 3 наши маленькие арочки. Мы в центральную арочку ныряем и провязываем столбик без накида. То есть все то же самое, как мы провязывали вот в этом ряду с нашими рогаточками. То есть точно так же будет небольшое смещение в шахматном порядке. Угу. Все. А так все то же самое. Давайте до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы закончили наш ряд. После рогаточки провязали 3 воздушные петельки и столбик с накидом. Угу. Далее смотрите, опять делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. 2 воздушные петельки у нас будут по узорчику. Раз, два. Итого получается 5 воздушных петелек. И далее ныряем в рогатку и начинаем провязывать наш веерочек. Раз, два, три. Состоящий из 5 пышных столбиков. То есть мы начинаем провязывать самый первый ряд. Вот, видите? У вас начинается самый первый ряд. Будут у вас вначале веерочки, возвращаетесь арочками, потом проходитесь рогаточками. Понятно? То есть, в принципе, сам узорчик 3 ряда. Веерочки, арочки, рогатки. Веерочки, арочки, рогатки. Так? Единственное, что 3 ряда, потом смещаете в шахматном порядке 3 ряда. А так, итого получается, ну вот 6 рядочков, и опять 6 рядочков, 6 рядочков и так далее до нужного вам размера вашего изделия, образца. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге еще получится. Но уже видно, что очень красиво, необычно, да? Давайте увеличим и встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот такая вот по итогу красота. Как вам? Вот так красота тянется. Красота наша получается двусторонняя.
Выбираете любую сторону, такая у вас будет лицевая. Угу. Вот видите? Здорово, здорово. Мне кажется, можно пробовать из любой пряжи. Я имею в виду секционные или пряжи, да, можно разными ниточками вязать. Например, вот эти вот рогаточки одним цветом, да, например, зелененьким, да, допустим. А вот эти вот веерочки беленьким, там, розовеньким, да, для контраста. Ну, как будто цветочек, поняли, да? То есть бутончики с цветочками. Как вам? Интересная идея, интересная задумка. Смотрите, ну и в первую очередь, пока я вязала, я, конечно, думала, что это палантин. Да, однозначно палантин. То есть не забывайте делать кромочные столбики, и будет ровный краешек, будет красота. Многие спрашивают, можно ли вязать по кругу. Смотрите, очень удобный узорчик вязать по кругу. Действительно. То есть вы просто-напросто идете, доходите до конца ряда, 3 петельки подъема и дальше продолжаете по узорчику. Опять доходите до конца ряда, по узорчику смотрите, что необходимо сделать. Один столбик без накида, либо 3 петельки подъема и так далее, и так далее. То есть просто контролируйте, на каком этапе у вас будет как бы сменяться, да, ваш узорчик, ваш ряд. Красота, красота. Ну, естественно, что может быть? Это может быть кофточка. Если это ниточки летнего варианта, это могут быть топики, маечки. А также это могут быть шарфики, снудики. Могут быть? Могут быть. Почему бы и нет? Это может быть жилеточка, накидочка. Класс. Давайте замерим. Итак, я сегодня, получается, набирала 37 воздушных петелек. Если этой же пряжи, этим же крючком, да, этой же плотностью вязания, вот допустим, да, то есть в моем случае сегодня это получается вот 19 сантиметров, да, там 18,9. А тут у нас первый ряд у нас был наборный, да, ну второй ряд такой вот малюсенький, помните, делали арочки, да. Итак, веерочек, сам веерочек представляет собой 3 ряда, то есть веерочек, арочки и рогаточки. Получается 3, дальше идет 6, 9, и получается набрали буквально один ряд от нашего, получается, следующего веерочка, это 10, да. Ну и тут получается набор на 11 и 12, ну такой малюсенький. И это у нас выходит, смотрите, 12 сантиметров. Вот такая красота. Как вам? Обязательно пишите комментарии. Вязали ли вы данным узорчиком? Потому что узорчик, в принципе, не новый. Схемка ходит и вот давно. И, кстати, по поводу схемки. Давайте я ее здесь вам приложу. Если я не приложила ее пораньше, здесь я вам прикладываю. Смотрите, опытные мастерицы, контролируйте сами себя по схемке. А новички, да, кто не умеет еще по схемкам читать, посмотрите. В принципе, вы все разберетесь, где, что, какие обозначения. Вот. И, естественно, жду ваши лайки обязательно. Жду ваши комментарии. Так, опять же, подписывайтесь на канал, кто этого не сделал. Впереди много новинок. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Нажимайте на плюсик под видео и сохраняйте себе видео в своих плейлистах, чтобы посмотреть в удобное для вас время. Угу. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.